Соблюдая традиции, угодить Богу невозможно, потому что для Него более важна наша живая вера, чем то, сколько раз мы перекрестимся или сколько раз мы прочитаем заученную молитву «Отче наш». Не традициями мы спасаемся, но верой. Всем привет! И в очередной раз я размышляю, но в этот раз на такую тему, как традиции церковные, так называемые христианские. Откуда они взялись, так ли они важны, нужны, и все ли традиции стоит соблюдать. И именно в контексте христианства, насколько эти традиции, они действительно помогают приблизиться к Богу. И, честно говоря, если коротко ответить, мое личное мнение, основанное, опять же, на моей жизни, на моих каких-то переживаниях, на моем опыте хождения в церковь, скажу так: в большинстве случаев традиции не только не важны, но и, я бы даже сказал, вредны. Особенно, когда некоторые эти традиции, они начинают просто, скажем так, ущемлять людей. Интересно, что некоторые традиции, они незаметно, постепенно перерастают и становятся правилами. И когда ты общаешься даже с некоторыми священниками или пасторами, ты понимаешь, что эти люди уже то, что было традицией, начинают воспринимать чуть ли не как канон веры, как то, что Бог требует от нас, заповедовал нам. Хотя, если посмотреть в Библию, то там совершенно нет этих требований. А некоторые бредовые традиции просто настолько, мне кажется, выбиваются из христианства, что любой здравомыслящий человек, когда на них посмотрит, скажет: ребят, по-моему, вы где-то заблудились. Но религия, о которой мы говорили в предыдущем видео, она любит традиции. Религия, она их создает, и религия делает традиции своей главной движущей силой. И когда ты смотришь на это, ты понимаешь, да, некоторые традиции сами по себе не являются плохими и даже не причиняют никакого вреда, но некоторые просто... Во-первых, очень много есть моментов, которые мы читаем в Библии, но они вырваны из контекста. Например, когда мы читаем, мы не учитываем исторические события, мы не учитываем культуру, мы не учитываем, к кому именно в этот момент обращались, например, апостолы, и в какой именно ситуации. Это особенно касается посланий. И, исходя из этого, потом церковь придумала какие-то правила странные, которые по факту просто являются какими-то фантиками, которые визуально должны отличать верующих от других. Но суть-то в том, что я могу быть снаружи христианином, а внутри Бога не знать. Гораздо важнее знать Его. И для меня понимание такое, что я могу увидеть парня, например, рок-музыканта, группы Корн, который несколько лет назад покаялся, принял Иисуса. Ты на него посмотришь, это ж капец, кошмар, сатанюга, как бы сказали многие христиане, потому что у него прическа нестандартная, там все висит, все эти косы, у него куча татуировок, в том числе на лице. Это последствия его прошлой жизни, но при этом человек сейчас знает Иисуса, любит Его и живет как христианин. А можно увидеть такого человека, который ходит в костюмчике, может быть, даже с галстуком, может быть, без галстука, но белая рубашечка, пиджачок, брючки правильной длины, носки. А при этом в сердце заглянешь, а там одни традиции.
И мне кажется, что это все настолько подменяет нам Иисуса, все эти традиции, что мы сами, во-первых, этого не замечаем, а потом мы удивляемся, почему в нашей вере нет искры, почему в наших молитвах нет огня, почему Бог не отвечает, а часто просто игнорирует. А ведь как Он может где-то реагировать на нас, когда мы Его и не знаем? Ну, хотя Он отвечает даже неверующим людям. Когда-то очень давно к нам в церковь стал захаживать парень молодой. И он приходил на наше молодежное служение, сидел иногда в сторонке. И как-то он подошел, и мы с ним стали разговаривать. И оказалось, что это был парень, который решил, скажем так, принять, я не знаю, как это правильно, могу сейчас назвать неправильно. В общем, он решил принять сан и стать православным священником. Но при этом он хотел достигать молодежь для Христа. Поэтому он приходил к протестантам, чтобы посмотреть, как мы проводим наши служения. И вот мы сели с ним разговаривать. И он говорит: ну ты же понимаешь, что для нас, для нашей церкви, вы секта. А я говорю: да, я понимаю, у вас есть ваше начальство, которое дало вам команду, которое боится там каких-то моментов, возможно, а может быть и нет, может просто не понимает. А когда мы что-то не понимаем, нам проще запретить, чем разобраться. В общем, мы с ним сели, и в какой-то момент такое прозвучало предложение: давай 3 пункта напишем на бумажке, каждый из нас, что для нас значит быть христианином. Вот три важные вещи, которые меня определяют как христианина. Мы с ним написали, обменялись бумажками, разворачиваем, и у нас у обоих, на удивление, были написаны 3 одинаковых пункта. Первый пункт – то, что спасение только через Иисуса Христа, других вариантов нет. Второй пункт, что Бог триедин, то есть одна личность в 3 проявлениях, так же, как и мы триедины, дух, душа и тело. И третий пункт – вера без дел мертва. Мы улыбнулись, пожали друг другу руки, обнялись. И я спросил его: ну, согласись, что традиции, они никак не влияют на мое спасение, и по сути они не имеют никакой важности. Именно в том понимании, чтобы сказать: раз ты не соблюдаешь эти традиции, ты не христианин. Он согласился, и после этого мы очень много совместных делали проектов, очень часто встречались, общались. Они делали очень классный молодежный клуб, где они смотрели какие-то фильмы, разговаривали на какие-то темы, разбирали Библию. Мне было очень приятно с ними общаться. Очень классные люди. Но для меня это было, опять же, подтверждением того, что есть более важные вещи, чем традиции. И когда церковь поймет, что строить нужно не на традициях, а все-таки на Христе, потому что именно Иисус Христос – это cornerstone, да, то есть это камень фундамента, камень, на котором строится церковь. И когда церковь поймет, что в первую очередь мы должны быть друзьями, а еще более того, Библия дальше говорит, что церковь – это невеста, а Христос – это жених. Это уже другая глубина, туда мы не пойдем. Потому что, например, когда я там только в церковь пришел, мне начинали об этом говорить, я такой: какая невеста, вы что вообще несете? Успокойтесь, оставьте меня в покое. Я этого не понимаю. Да, но за там пару десятков лет пребывания в церкви и общения с Богом, построения с Ним отношений, уже начинаешь какие-то эти вещи понимать. И уже сам где-то начинаешь даже размышлять на эти вещи. Там ту притчу о девах, которые со светильниками сидели, ждали жениха. И у некоторых непутевых масла не хватило. Вот. Ну а те, которые были бдительны и действительно хорошо вкладывались в это ожидание, у них все прошло замечательно. Жених их увидел и забрал.
Вот, поэтому такие примеры. И я просто думаю, что, возможно, даже и 100% традиций бесполезны. Это, знаете, как вот мы говорим, традиционные церкви. Да, у них есть уже там сложившийся формат служения, какие-то свои положения. Но я скажу так, для меня необходимая традиция, что должно быть для христианина, необходимой частью традиции, это молиться обязательно, читать Слово Божье, просто вот брать из него какие-то основы для себя. Очень важный момент — это поклонение. Неважно, вы поклоняетесь Богу в молитве, или вы поете Ему песни поклонения, прославляя Его, восхищаясь им, воздавая Ему славу. Неважно, главное поклоняться. Ну и в принципе, да, и делать какие-то дела. То есть это вот основные традиционные пункты, от которых я бы не отказывался и которые я бы просто оставил в качестве основания для любой церкви. То, каким образом вы молитесь, неважно. Молитва не может быть традиционной. Молитва — это моя интимная беседа с моим возлюбленным, с моим Богом. И, извините, мои интимные беседы, например, с моей женой, да, там, или там, для женщины с ее мужем, они не могут как-то традиционными быть, да, то есть приходит муж к жене и говорит: «Дорогая супруга, позволь мне сказать тебе, что сегодня ты прекрасна, как юная газель. И я хочу сейчас произвести с тобой акт супружеского долга. Поэтому уж соизволь, дорогая моя, принять меня в объятия свои». Ну, бред. Каждый из нас имеет свой личный язык любви. Каждый из нас имеет свои какие-то личные слова, которые он говорит своим возлюбленным. Также и с Богом. Невозможно заучить какой-то текст и говорить: вот только так правильно, а все остальное — это неправильно. Это бред. Это ненужная традиция. То же самое поклонение. Кто сказал, что вот только вот такие гимны петь — это правильно, а вот такие песни, такая музыка, ой-ой-ой, это все это кошмар, это катастрофа, так нельзя, и вы в ад пойдете, ребята, вы что? Какие барабаны, какие гитары, только там фортепиано, или нет, только хором петь. Почитайте Библию внимательно, пожалуйста, особенно Ветхий Завет. Там описывается у царя Давида, там такая команда была музыкантов. Там и барабаны были, и трубы, и чего только... Я думаю, все инструменты, которые были доступны на тот момент, они присутствовали. И не важно, на чем ты играешь Богу, важно, с каким сердцем ты ему играешь. Поэтому традиции, касающиеся того, какая должна быть христианская музыка, я их не принимаю. Это все неправильно. Если люди пытаются ограничить Духа Святого и Бога в его движении, и людей, которые искренне хотят поклоняться Богу, хотят ограничить в том, как они поклоняются, я считаю, что это неправильно. То же самое касается дел, добрые дела. Для кого-то нормально пойти накормить голодных, да. Для кого-то нормально там пойти какое-то доброе дело сделать человеку. Кто-то пойдет в приют животным помогать. Но почему и нет? Я за некоторые традиции важные, но я против того, чтобы эти традиции ставили в какие-то рамки. Я верю, что Бог каждому человеку откроет, уникально откроет, как именно ему поклоняться, как именно ему молиться, как именно ему строить отношения с Богом. Да, если вы являетесь частью какой-то церкви, и вас все устраивает, вы понимаете, что вы в семье, вы, конечно же, соглашаетесь с традициями этой церкви, да, с какими-то правилами ее. Но если Бог будет стучаться в ваше сердце и говорить настойчиво, что вы должны сделать что-то, что противоречит традиции конкретного собрания, куда вы ходите, я считаю, что все же более правильно послушать Бога и поступить так, как Он вас просит поступить.
Поэтому я лично прихожу к выводу, что традиции, они в большей степени вредны, чем нужны. Если это не какие-то основополагающие традиции. Если это традиции, которые вас пытаются поставить в рамки, опять же, как мы говорили про веру и религию в прошлом видео, если тебя твоя церковь или твоя вера пытается сделать рабом, то это не вера, это религия. То же самое с традициями. Если традиции тебя пытаются во всем ограничить, пытаются забрать твою свободу именно вне греха, я не говорю о том, что там свобода грешить или что-то, нет. Если они пытаются тебя сделать там, рабом, да, системы какой-то, то такие традиции я не считаю правильными. Если это традиционные ценности, да, там, например, семейные ценности, молитва, ценность поклонения, то это правильные традиции, которые не то что нужно соблюдать, а которые, я думаю, должны быть основой, если вы хотите верить в Бога, да, или если вы хотите приходить к Богу. Поэтому мое мнение такое: делайте ваши выводы на основании того, во что верите вы, и поделитесь со мной. Может быть, я в чем-то ошибся, когда говорил. Я понимаю, что я иногда говорю сумбурно, прыгаю с темы на тему. У меня мало опыта, я не блогер, поэтому простите меня за это. Спасибо за то, что вы со мной, слушаете все, что я говорю, поддерживаете меня, это ценно. Спасибо за то, что подписываетесь на мой канал, если еще не подписались, но вам было интересно и вы хотите какие-то другие темы услышать, то тоже подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Буду всем вам рад. Всем добра, благословляю вас и пока-пока.